So, hello everybody. Доброе утро всем, ребят. 3 марта, Германия. Движемся в сторону выгрузки. Мне еще 250 километров. За один раз я не доскочу. 3:09 мне вождение. Соответственно, больше 3 часов я буду ехать. Ну, 3 часа я буду ехать. Считайте сами, да, но если попаду в пробку, то это будет уже писец, как говорится. Поэтому, походу, мне придется делать паузу. Ну, я поставил навигатор на 80 километров в настройках, поэтому он мне считает больше 3 часов. 3:12 считает. Но с другой стороны, навигатор стационарный, местный, да, показывает 3:17. Он более такой правдивый по времени, потому что он, я так понимаю, интерактивный. Он видит, прогнозирует, так сказать, погоду в доме, что там и как. Ну что, стоял на паркинге нормально, знакомый паркинг, говорил, как я сказал, уже 3-й раз я на нем стою. И я думаю, что не на нем, в этом райончике стою. Даже я говорю, что в этой каденции уже на нем стоял 1 раз. Вот. То есть как бы спасительное место. Буду им пользоваться. Это именно вот... Я 2 раза стоял в обратном направлении, когда ехал. И сейчас 1-й раз стою, когда туда еду. Потому что этот Автоховск, который Хайеровский, этот он полный, по-моему, уже... Я помню, я заезжал там пару раз когда-то. Уже, по-моему, с 7 вечера он полный. Как-то там очень странно. И там шлагбаум, и он открывается по ходу, неважно, полный он, не полный. Ты заедешь, и потом еще будешь выезжать, и еще, не дай бог, платить будешь. Хотя, наверное, там час бесплатно. Точно не могу сказать. Ну что, отстоял, только надо там учесть, что в 6 там попадаешь под знак, 6 до 16 стоять нельзя там. Ну, я стартанул в 6:15, перестраховался еще 5 минут, потому что в 6:10 я должен был закончить смену. Закончил смену, вернее, в 9:10, то есть в 6:10 я мог стартовать, но еще 5 минут взял, поставил молоточки, открыл смену, открыл страну, вернее, и поехал. Что там нам несет день? До сих пор мне с головы не приходит разговор с вчерашним диспетчером. Вчерашний разговор с диспетчером. Интересно. Вот интересный подход у нее. Вместо того, она спрашивает, она говорит, если не знаешь, надо было позвонить. Меня это так ступор, что значит не знаешь? Я не знал не именно по этому моменту. У меня просто не было вообще никакой информации, что нужно менять палеты. Как их менять палеты? Что делать в случае... Вообще просто никакой информации по смене палет у меня нету. Мне никто ничего не рассказывал. Поэтому не надо спрашивать, если не знаешь, надо было позвонить. У меня незнание от отсутствия вообще какой-либо информации, а не от того, что я не знаю, что делать в таком случае, если палеты там меняют, либо не меняют. Вот в чем изначально. Это не мой косяк. И такие звонки, они как бы выбывают из колеи, пытаются свалить на тебя свой косяк. Что ж вы не объясняете человеку, который приехал к вам на фирму впервые, и тем более вы в курсе, что в немецкой фирме я не работал, что вы мне создаете там налоговый номер, страховку, то есть вы мне делаете все по 1-му разу. Да даже не важно, вы просто должны провести были как бы организационные вопросы, типа встречу и все организационные вопросы решить. По заправкам, по паркингу, по оплатам паркинга.
по оплатам магазинов, по вот этим палетам, по вообще организации загрузки-выгрузки. Просто все я делаю как бы на своем опыте. А опыта с палетом в данном случае у меня вообще нет. Это я просто начал задавать вопрос, когда у меня в прицепе есть пустые палеты. Я просто начал задавать, что мне с ними делать. И тем более я сообщаю, сколько у меня палетов. Если я сообщил, что у меня 14 палетов, значит, если ты в курсе, что что-то не то, сразу можно было сообщить. И я поехал, поставил эту отметку, в СМР. Но нет же, надо потом выискивать и искать, еще так вопрос задавать, знаете, психологически корректно, что я должен чувствовать себя виноват. Чек им пришел, да мне пофиг, что вам чек пришел, это не мои проблемы, это проблемы вашей организации изначально. Вот это мне не выходит из головы. Я буду этот вопрос поднимать. Я вот приеду на базу, мне по барабану пойду и буду разговаривать с кем надо. Такие, знаете, вот такие нюансы, они ломают отношение к фирме. Например, она мне пишет: звоните в офис. А откуда я знаю телефон в офисе? Потом она: ну вы же мне, я же вам звонила на паром. Да блин, я откуда знаю, откуда какого телефона ты мне звонила на паром, и тем более я удаляю эти ненужные номера. Откуда он у меня мог сохраниться? Вот зачем? Понимаете? Вместо того, чтобы прислать номер офиса, начинает наезжать. Я вам звонила на паром с номера офисного. А я откуда знаю, что это офисный номер? Тетя, ты ничего так вообще не попутала? Если бы ты прислала бы, сказала: вот это номер офисный, вот это номер там того. Кстати, опять же, по организации. Во всех фирмах, в которых я работал, у меня были списки номеров, кому что звонить. Здесь этого нету. Телефон этот тормознутый, их местный, у меня Lenovo. Это просто пипец. Чтобы сообщение послать, нужно ждать. Ну, не час, а жмешь и ждешь. Когда же выскочит этот клавиатура? Какие-то там номера непонятные, каких-то Петро, всяких там вообще непонятные номера. Зачем они мне здесь нужны? То есть, вот, понимаете, то же самое, основных там типа заправок списка нету. Якобы в этом телефоне есть аппликация. Да блин, ты включи эту аппликацию, ты вообще что-нибудь включи на этом телефоне. Ты тогда уже уедешь, блин, на 500 километров. Причем аппликация Танк24, но работаем мы с Хайером. Ладно, подсказала бы аппликация Хайера. А Танк24, Танкпул 24, вернее, это походу за территорией Германии на них заправляются, а не в Германии. То есть вот эта организация, я уже на сегодняшний день, ребята, 99% я принял для себя решение, что я не вернусь сюда. Зачем мне этот геморрой? Зачем мне эти переживания? Зачем эти мне разговоры с энергетическим вампиром? Зачем что-то пытаться объяснить и чувствовать себя еще в этом виноватым? Ну зачем? По работе вообще проблем нету. Я спокойно работаю, блин, еду по максимуму, работаю по максимуму. К этому вообще, ну, нет у меня проблем. Но вот эта организация, а я, знаете, вот есть люди, которым по барабану вот, блин, едут, а вот мне, например, мне очень важна организация изначально. Организация на рабочем. Я не знаю, я так воспитан, наверное, морем, что организация на рабочем месте должна быть на высшем уровне. Это основа вообще нормальной работы в любой профессии, не только в нашей. А в нашей это тем более. Так что вот такие вот такое вот у меня утро в раздумьях. 99%, что я не вернусь сюда. Мне точно это не надо. Ну а так, ребята, едем дальше. Вперед. Въезжаем в Минич. Я был в Минич, точно. 100% я был в Минич.
Просили до 12 приехать. Ну, ребята, конечно, 11:55 буду. Не раньше. Такс. С 22 30 километров в час можно побыстрее, значит, ехать. Значит, 50 можно ехать. Ночью. А что я здесь делал в Миличи? Вот не помню. Но я здесь точно был. Даже грузился, либо выгружался. Может 12 у них, потому что обед 12. А мне по барабану. Я ничего такого не нарушил по времени, ехал как мог. Вчера вообще... Вот если вчера не эти пробки, это пипец был. Но с другой стороны, я в паркинге хорошем постоял. Знакомым. Да, в том кармане там, конечно, пипец. Полно народу. Даже я уезжал, все еще стояли, блин. Они что там, 11 часов стоят, что ли? Так, итак, какая у нас компания была? Комдатек. Комдатек. Это она, по-моему, есть. Сейчас там направо. Нет, там какой-то парк. Милич. Не могу вспомнить, что у меня связано с Миличем. Где-то там вот был, где пыльная была выгрузка. Ой. Комдатек. 500 метров нам. Не могу вспомнить. Грензелат. Где-то с правой стороны должен быть. Комдатек. Это не Комдатек, это какой-то Мехлер. Где здесь заезжать фуром? Не здесь. Интересно, ну и где мне тут заезжать? ЕПРСТ. Короче, походу я тут, блин, проехал. Блин, там надо было, наверное, заезжать. Вот сейчас развернемся еще раз. На кольце. Перепроложить. Там такой маленький заезд, что ли, вот этот. Это и есть. Дедушка, мне не туда, мне вот сюда. Хорошо, когда кольцевая есть рядом. Надо там по всяким улицам ползти. Так, ну что, мы сейчас включаем аварийки. Наверное, вот этот заезд.
Блин, тут же заезда нет. Надо написать, что я на месте. Так, выгрузились, ребята, получили задание новое, едем опять. План, как он там называется, этот город, сейчас скажу. Гладбек. Это там я уже был. Я уже там был. Там надо будет стекло выгружать. Ой, загружать. Либо в 27-й, либо в 6-й гейте. Так, ну ладно, сейчас будем выезжать. Хочется выезжать. Тут не дают мне выехать. Трафик такой интересный, блин. Это центральная улица. Так, ну давай слева проезжай быстрее. Дяде Олегу ехать надо. Погнали. 111 километров. Блин, ну конечно они так дают круто. В 3 часа погрузка, в 5 выгрузка. Ну конечно, такие молодцы, типа погрузка там занимает, блин, полчаса. Ну, полчаса. Ой. Значит, на базу пойдем, я думаю, что сегодня. Я так подозреваю. Сейчас налево. Если 111, потом 42 километра. Я там уже был на погрузке. Там погрузка занимает. Я сколько там? Почти 2 часа грузился. Это если не ждать. Очередь не будет. Так, наш зеленый, погнали. Главное там потом опять не потеряться, не уехать. Там, блин, через этот городок ехать надо. Так противно, блин. По этим улочкам. Ну а здесь быстро, в принципе. Борт открыл. Чудак с длинными вилами. Вил. Все, вытащил. Выгрузил. Засунул обратно палеты. И все. И я свободен, типа. Милич. Блин, прямо на знаке стоит этот самый радар, да? Возвращаемся той же дорогой мы сейчас. Так, 30 километров, как я и говорил, с 22 до 6 утра. Маленькие бюргеры ходят. Маленький городок. Хотя не такой уж и маленький, я смотрю, да, ребят? Вот. Едешь по таким городкам. Сообщение начинаю. Про палет. Где палет я?
там написал опять, наверное. Где мне выгрузить палеты? Я не помню, там палеты принимают, там, по-моему... Что ж такое? Еще одно, что ли, сообщение? Сейчас прочитать даже мы его не можем. Потому что... Это что такое было, дебил, блин? Офигеть, блин, вылетел, блин. Иди, блин. Нифигово так, блин, да? Чуть нафиг, блин, не попал я, блин, под раздачу. Больной, ёхай. Что, crazy, блин? Офигеть, блин. Так, там двое или он один, блин? Что-то там бибикает, блин, офигеть. Так, ладно. Что там за сообщение мне пришло? Секунду. Можешь выгрузиться на Гладбах для Cargo Trans. А где там выгружать для Cargo Trans? Ладно, едем в Гладбах. Будем там выгружать пустые палеты, значит, для Cargo Trans. И загружать, наверное, стекло. Добрался вроде до места. Это пинцет, какие пробки тут были. Мама, не горю. У них тут планы меняются. Убрали у меня из планов. Думали другого послать. Потом референс номер мне. Потом то загрузить, едь на базу. Потом, говорит, надо сегодня и выгрузиться. Как там сегодня выгрузишься, если там закрыто? Я не знаю, может быть открыто. Сори. Я посмотрел по Гуглу, там на выгрузке до 4 работает вообще. Как они хотят, чтобы я в 5 выгрузился, тем более какие 5. Сейчас уже 4:30.
полседьмого. Да. Интересно, интересно, девки пляж. Это там выгрузка очень и очень долгая. Как я посмотрел по гуглу. Еще надо там найти место, где выгружаться. Вот так-то. Ситуация, ребят. Блин, сам диспетчер говорит, странно, у них есть машины, которые стоят на базе, так пошлите их загрузиться. Я приеду, заберу прицеп и поеду. Офигеть можно. Так, сейчас мне главное здесь где-то не проехать это место. То опять сейчас уеду куда-нибудь. По-моему, где-то здесь было. Когда я уехал, я помню. Да, вот это она и есть, по-моему. Если я не ошибаюсь. По-моему, да, здесь и было. Сейчас надо пойти отдать все документы. На весы. Пойдем на весы. Взвесимся. На месте. Послали. Так. Ну что, ребята, стою, жду, когда выгрузят палеты. Там машина грузится. И напомнил в офисе, что у меня вообще-то пятнашек нету больше. Мне в 7:15 надо встать на паузу. А сейчас 5:06. Офигеть. Чувствую, где-то здесь надо будет становиться мне на 45-ку. Ой, на паузу. Так что вот такие вот пироги. Мне 2 часа осталось. Вроде загрузился. Теперь едем на базу. Короче, там меня будет менять. Вдвоем мы с водителем поедем. Вместо меня сядет. Потому что у меня заканчивается время. А я не собираюсь нарушать тут ничего. Сейчас 10 у меня еще есть. Так, надо ввести адрес. Так, время, блин, неизвестно. Ой. Так, ладно. На базу, короче, ребята. Карго трансбаза. Окей. Мои места.
Блин, ну где же это? История возьмем, ладно. Вот сюда. Едем. Город Турец. Избранные. У меня там нет этого избранного. Рен и Волт еще есть. История. 11. Где этот? Блин. Где база? Только Реклинхаузен показывает. Ладно. Поедем. Реклинхаузен. Пусть он тут идет. Двигаться. Окей. Окей. Там еще сейчас доехать надо. Правильно. Так. Поиск. Больше недавних мест. Гамбург. Вот, сюда мы поедем. Этот правильно повезет меня, потому что... Окей. Потому что вот так. Ладно, поедем сейчас. Здесь. Это здесь. Это надо этому отдать, наверное, будет охраннику. Загрузился. Загрузился. Все, погнали. Погнали, ребята. Надо ехать, блин. За час, надеюсь, доеду я до дома. 28 километров. Ух. 11,5. Главное, поедем туда выгружаться, где чувствую, я ничего ему не выгрузил. Ну ладно, поедем так поедем. Туда так туда. Вот туалет здесь, душ даже есть. Но интересно, что здесь стоять на ночь нельзя. Не разрешают. Какая-то обиженная, плаксливая, аж жалко становится. Опа.
женщин всегда жалко, которые плачут особенно. Сейчас на весы что-то надо будет ему отдать. Наверное, какую-то бумажку. Там уже стоит один на весах. И, блин, в понедельник опять в 0 часов у меня, блин, погрузка здесь. Опять тяжелый день. Ой. 0 часов погрузка. Офигеть. Отдохну, называется. И опять здесь. ХЛ ХК 4071. О, Хестеркам поехал. Офигеть. Он потерял мой старый вес, потому что я помню, был 1,6, 2, 8, по-моему, 0. Так. Что направо? Какой-то Хестеркамп стоит, непонятно. Чей? Похоже, латвийский даже. Блин, даже не заметил, кто там стоит. Посмотрел, может, знакомый кто-нибудь. Так, ладно, ребята, гоним на базу. Съезд хитрый опять же. Его не проскочить, я в прошлый раз проскочил. Отсюда шел. Ладно, едем. Загрузились, едем. Кого там надо найти? Прислал какой-то мне номер, и я там и не знаю, кто именно это. Интересно. Что за водитель? Один 43. Алло. Алло, Олег. Да. 33 пустые завтра разгрузите здесь на базе. Завтра? Хорошо, ладно, я понял. Сегодня разгрузитесь в Витине, заберете их опять с собой, а на базе завтра их разгрузите. Да, я понял. Хорошо. Давайте, счастливо. Счастливо.
Да, завтра на базе разгрузится. Очень хорошо. Так, друзья мои, доброе утро. Сегодня не вечер, пятница, не суббота, утро или суббота, воскресенье, вечер. Сегодня воскресенье, утро. На дворе у нас сегодня 5 марта. Я на базе. В пятницу не мог завершить видео, потому что по большому счету сил не было. И особого желания завершать видео не было. Были одни эмоции. Короче, ситуация такая. Я загрузился, ехал на базу, чтобы закрыть смену и стать на отдых, на паузу 24 или 45. Нужно было вытащить карточку, взять какого-то водителя, 11:43 машину. И по сути я должен отдыхать. Но по их информации, вот я даже не знаю, как это назвать, я вообще немножко как бы шокирован. Вот. Я должен был с этим водителем ехать в качестве пассажира, чтобы выгрузить груз и потом возвращаться на базу. Вообще представляете себе, да, вот такую ситуацию? Вместо того, чтобы отдыхать, я почему-то должен ехать работать. И это никакая не просьба, да, была, это как какой-то приказ. Я вообще был немножко шокирован, и даже тот водитель, который тоже потом поехал со мной, Виталий, он тоже был шокирован таким подходом. Ладно, это еще один момент. Второй, он говорит, у меня вообще-то 45 минут. Я говорю, ну так слушай, что делать, давай ставь карточку и поставим мою машину, припаркуем, чтобы она там стояла. Говорит, окей, вставил его карточку, я припарковался там в елочку, потом смотрю, говорю, слушай, у тебя не 40 минут, у тебя еще 2:20. Он говорит, как 2:20? Я говорю, не знаю, Таха показывает, ты еще можешь ехать 2:20 минут, у тебя заканчивается 15. Он говорит, я в 7 утра начал. Я говорю, так ты, значит, закончить должен в 10, если у тебя есть 15-часовой рабочий день. Он говорит, ну ладно, поехали. И мы едем в то место, где он был, и главное, он тоже знает, что они работают только до 4. Более того, все водители говорят, что даже если ты 3:30 туда приедешь, тебя не возьмут на выгрузку или на погрузку. Нет, нам надо ехать. Мы сначала сообщили в офис, что времени у водителя тоже нету, и мы никуда не едем. Но потом я написал, что мы поехали, потому что у водителя все-таки есть время 2:20. Знаете, как съездим. Ну, конечно, мы приехали, и там все закрыто, естественно, и поехали обратно. Приехали обратно, и тогда я встал на базу, и стали на базе, и, короче, начал отдых. Нормальный такой подход вообще. Я немножко как бы шокирован, да. Это вообще, как это вообще может быть? Я отработал полное свое время, меня никто не просит, мне, как бы, чуть ли
не указание такое, да, должен, то есть, а там выгрузка еще будет примерно 2-3 часа. Это нонсенс, да, ребята, я как-то очень так удивлен был. Бррр. Я не понял вот этого такого момента. Ну ладно. Короче, я написал потом, что мы приехали, там закрыто все. Артем мне написал, диспетчер, окей, тогда в понедельник. А вчера мне приходит сообщение, звонок от другого диспетчера, что типа я должен расцепиться, взять другой прицеп и сегодня, в воскресенье, опять в 0 часов выезжать на загрузку туда, в этот Гладбек. Опять это стекло. И я представляю, опять я, сейчас сегодня воскресенье, буду, валяться, вечером устану, не высплюсь и в ночь поеду, и опять туда же, в это место, где я в прошлый раз ехал с этим стеклом, меня будет рубить. Офигеть. Но далее интересно, что до сих пор еще не пришла информация, какой прицеп я должен брать. Вот тоже интересно. Какой прицеп я должен брать? Очень, очень здорово. И что, теперь я должен сидеть, ждать на телефоне, когда и что я должен взять? Да, ребята, такая вот ситуация. Короче, еще очередной повод для раздумий, так скажем. Ну ладно, все это здорово, все это по работе. Что здесь? Душ, помылся. Сижу, видео делаю, готовлюсь к последней неделе, как это говорится, крайней неделе, да, и надо будет ехать домой. Может, какие вещи сегодня уже перенесу в машину свою, чтобы потом меньше было вещей. Да, наверное, надо будет перенести, почему-то там надо уложить все нормально, потому что мне в Лепой надо сразу на техосмотр ехать. Как-то так. Ну и будем готовиться, ждать, что там за задание придет. На WhatsApp мне сказали, сообщат, но до сих пор еще нету. А время уже 10:30 утра. Весело, короче. Ну ладно, где наша не пропадала, правильно? Ну, на этом я заканчиваю видео, ребята. Всем всего доброго, как обычно, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока.